Я вас всех приветствую. Все, наверное, сталкивались с ситуацией, когда, кажется, вы уже зашпаклевали потолок, он у вас кажется идеальным, но когда начинаете его зашкуривать, смотрите, что какие-то у вас есть где-то полоски, где-то какие-то недостатки. Ну, если 1, 2 или 3 недостатка, это место можно сделать жидкий раствор шпаклевки и потихонечку зашпаклевать, снять, зашкурить, и ничего видно не будет. Но бывают ситуации, когда таких мест очень много. Это в основном связано с конструктивными особенностями самого перекрытия. Вот в моем случае получилась как-то армированная бетонная заливка. То есть этажи делаются столбы, такие вот армированный бетон, и перекрытие заливается бетоном арматура. И в этом месте у меня получилось 4 шва. 2 идут так и 2 идут перпендикулярно. Первый слой, то есть не слой, в самом начале работы я все позбивал лишнее, загрунтовал и широким шпателем все эти неровности выровнял. Кажется, все хорошо. Потом покрыл первым слоем, вторым слоем. И когда стал затирать, то оказалось очень много недостатков. Потому что там подтянул, там где-то что-то как-то. Ну, в общем, получилась ситуация или затирать потолок. В принципе, я могу его затереть. То есть на это у меня уйдет какое-то время, я его затру, он будет у меня идеально ровный. Или положить третий слой шпаклевки. В принципе, я склоняюсь для того, чтобы положить третий слой шпаклевки. Почему? Потому что если я буду затирать, это будут очень большие трудозатраты. Очень много пыли, очень много грязи. То есть затирать все равно придется очень много и очень тщательно. Третий слой шпаклевки положить проще. Почему? Во-первых, я потолок еще дополнительно подровняю. Где-то какие-то нюансы, которые я не видел. Далее, третий слой шпаклевки укладывается очень тонким слоем. Я бы даже сказал, очень-очень тонким. То есть берется максимально жидкий раствор, делается как только вот может держаться на шпателе. И просто-напросто вы его наносите и сразу снимаете. То есть снимать надо его максимально. То есть, чтобы остатки какие-то жидкой шпаклевки попали только в те какие-то отверстия, какие-то неровности, какие образовались на потолке. Так как у нас на потолке шпаклевка, то есть будет идти шпаклевка к шпаклевке. То есть мы шпаклевку жидкую наносим на шпаклевку потолок. Лишняя влага будет впитываться. И сразу, не засыхать, но сразу схватываться. То есть затянув третьим слоем, мы можем просто через какое-то время, люди везде ремонт делают, то есть мы можем буквально там через 30 секунд, через минуту вернуться к этому месту, взять лампочку на штативе, я вам покажу, и просто посмотреть. И если где-то какие-то мы нюансы упустили, прям по сырому еще раз затянуть жидким раствором. Получится вообще идеально. Когда шпаклюете потолок крайним слоем, очень тщательно готовьте инструмент. Ведро просто мойте и мойте, чтобы у вас было идеально чисто, чтобы не было ни одной крупинки. Далее вычищайте весь инструмент, все шпатели, то есть их чистите, мойте, то есть чтобы ни одной крупинки не было, чтобы песчинки не гоняли по потолку. То есть потолок должен быть идеальным. И что бы я еще посоветовал, я использую терку. Берете тряпку, хорошо вымытую, ветошь. Если у вас появляется какой-нибудь комочек, что-то, вы начинаете по потолку гонять, какой-нибудь кусочек, крупинку, просто протираете шпатель, чтобы у вас никаких следов не было на потолке, чтобы потом вам не пришлось доделать возможные мелочи. То есть все тщательно мойте, вычищайте и подготавливайте инструменты. Особенно ведро, чтобы ведро вам было идеально чистым. Показываю, какой должен быть раствор шпаклевки для третьего слоя. Шпаклевка должна быть максимально жидкой. Видите, у меня даже со шпателем.
впитываться предыдущий слой шпаклевки. И будет заполнять все маленькие неровности на потолке. То есть большого слоя нам уже накладывать на потолок не надо. Нам просто нужно исправить все какие-то изъяны, которые у нас остались на потолке. Это избавит вас от лишнего зашкуривания потолка. Итак, показываю, как это все будет происходить. Берем, наносим и срезаем. Все очень просто. Нанесли и срезали. То есть гипс впитывается в гипс очень быстро. Влага впитывается. И получаем практически очень хороший слой шпаклевки. То есть мы просто срезаем. Вот таким вот образом. Практически ничего сложного в этом нет. Достаточно, если у вас второй слой вам не понравился, можно или затереть его хорошо, исправив какие-то недостатки. Ну там 1, 2, 3 недостатка можно там затянуть шпателем, подтереть, будет ничего не видно, будет очень хорошо. Но как в моем случае, в принципе, очень много косяков было, как я определил, после второго слоя, даже после затирки. То есть исправить его можно было. Но я выбрал путь просто покрыть его еще раз третьим слоем. Тонким слоем, как я показал, достаточно жидким раствором, ну так, чтобы он на пол не капал. И практически, я повторю то, что говорил выше, жидкий раствор, влага впитывается в предыдущую шпаклевку, шпаклевка носит очень хорошо, затягивает все какие-то неровности, какие-то недостатки. У меня на это уйдет час, и завтра я приду еще час его затру, практически без пыли, и потолок у меня будет идеально готов. Всех благодарю за внимание.